Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина, 27 февраля 2024 год. Вы в одном из прошлых голосований изъявили желание послушать ценный обзор на электронику. Сказано, сделано. Сегодня я в Ашане и специально для вас цены на электронику. Да, там, скорее всего, не будет холодильников, электроплит всяких, но то, что будет, я покажу. Это не магазин электроники, но тут есть отдел. И поэтому какое-то общее впечатление, я думаю, у вас сложится. В одном из следующих роликов я целенаправленно сгоняю в какой-нибудь Эльдорадо, Комфи там, или тому подобный магазин и засниму более полноценный ролик по электронике. Вот такая вот почти рифма получилась. По традиции я прошу вас поставить палец вверх, не откладывая на конец видоса. По традиции я прошу вас вести некий диалог, высказывать свои мысли в комментах, давать фидбэк. Ну и по традиции, если вы смотрите это видео и оно вам интересно, я удивлен, почему вы до сих пор не подписались. Итак, погнали, заходим в Ашан, идем в отдел с электроникой. Возьмем тележку вот такую вот. Так, значит, электроника. Электроника у нас как раз вот за поворотом. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Это у нас весы, да? Весы кухонные, начиная от 139 гривен. Для круп, для всего, ну, для всякой мелочи 239 гривен. Даже самый дешевый, вот, 159 гривен. 159 гривен. И самые дорогие 759 я вижу. Дальше. Это у нас, вы знаете, вот несмотря на то, что казалось бы, что слово Ашан ассоциируется с какой-то китайщиной, но я очень часто вижу, что люди покупают, и по сути, если вы берете вот этот вот миксер, да, то какая вам разница, где вы его будете покупать? На рынке, в магазине, в Эльдорадо. Более чем уверен, если этот же миксер, да, найти, допустим, в том же Эльдорадо, он будет стоить дороже, срок гарантии годности будет точно такой же. Так, если миксеры у нас 789 гривен, миксер есть у нас 949 гривен. Дальше у нас идут комбайны, то есть средняя цена, самый дешевый миксер такой вот, чтобы совсем бюджетно, это 349, самый дорогой 859 из тех, что есть в Ашане. Вот, кстати, какой-то, я даже не знаю, что это, как оно называется, капучинатор, да, или как вспенивач молока, 129 гривен. Коробочки есть, все есть, не вижу смысла. Я часто вижу, люди сюда приходят за чайниками, электрочайниками. Погружные, кстати, блендеры. 539 гривен, 699 гривен, 499 гривен. Заходите, смотрите, фиксируете, читаете в интернете отзывы по конкретной модели и дальше уже принимаете решение, покупать вам эту модель или нет. Сатурн 600 ватт, 699 гривен. Сатурн точно такой же помощнее, 569 гривен даже по скидке. То, которое у нас помощнее, да, Зельмер, допустим, 2300 гривен. Думаю, прослужит не менее, чем в каком-нибудь, если это прикупить в Комфи. Дальше вот такие вот блендеры. Значит, блендеры у нас есть Сатурн за 849 гривен. Есть блендер даже Грюнхельм почти 3500 гривен. Есть у нас блендер вот такой вот Q-Life или Q-Life, не знаю, 1800 гривен. Вот так вот он выглядит, 1500. Ну и сверху такие блендеры уже помощнее. 3000 гривен, 1800, 1400. Мясорубки Маджио, не знаю, 2400 ватт. Реверс и обычная 2300 гривен. Та, которая, скорее всего, ну, есть большая вероятность, сотрется, сломается, прикажет долго жить, 1600 гривен со скидкой, без скидки 1900 гривен Сатурн. Но это не точно. Опять же, нужно смотреть модель и нужно читать о ней отзывов миллион. Пользуйтесь интернетом, 21 век на дворе.
Снизу у нас подешевле тот же Сатурн есть, а нет, Сатурн 2500, тут 1500 гривен. Самая дорогая из тех, что я нашел, опять же, Зельмер, 3000, почти 900 гривен. Чтобы было легче понимать, кто-то писал, помню, в комментариях, чтобы я переводил валюту. Вы просто берите и вот эту цену, которую я показывал в гривнах, смотрите курс на сегодняшний день по вашей стране. Для удобства могу озвучить, что доллар это 38 гривен, евро это 40 гривен. То есть вот эта цена, это примерно где-то 100 долларов, ну, около 80, около 90 евро. То есть, ну, калькулятор-то есть у каждого абсолютно. Так, дальше. Дальше у нас гриль. Очень удобная, кстати, вещь. Кто не пользовался, я не пользовался. Но говорят, у тех, у кого кухни, в принципе, есть место на кухнях, то почему нет, да? 2000 или 2500, 2600 гривен, это, ну, порядка, если я не ошибаюсь, где-то 80 евро. Сверху точно такие же грили, только подороже, 5400 гривен и 3900. Маленькие сэндвичницы, то есть, по сути, они работают точно так же, как гриль, 860 гривен. Вот так вот выглядит, в принципе, отдел в Ашане с электробытовой техникой. Вот с той стороны мы сейчас туда перейдем, там телевизоры посмотрим. Тут чайники, микроволновки и всякого рода такие быстро готовки. Давайте по чайникам. Чайник, кстати, вот я когда-то себе искал чайник вот такого вот плана. И знаете, Ашан был одним из тех магазинов, где чайников вот таких вот стеклянных было больше всего выбора. Не в каких Вальдорадах, не в каких Конфи. Стеклянных чайников в количестве раз, 2, 3, 4, 5 штук не было. Вот честно. Даже на рынках, знаете, не было. Кстати, если вы хотите, чтобы я сгонял на рынок Юность и там сделал обзор, возможно, на продукцию, возможно, на тоже технику какую-то, тоже обязательно дайте об этом знать пальцем вверх и комментом. Так, по чайникам у нас стартует цена вот от такого туристического, кстати, очень удобно. Туристический чайник у нас есть дома даже, наверное, 0,3 литра, такой мини-чайник. В принципе, многие отели против этого, когда вы в номере затаскиваете в номер чайник, но по факту иногда, если вы приезжаете поздно куда-то в отель в какой-то стране, и там нету возможности, да, взять кипяток, ждать до утра, идти куда-то в кафе, взяли чайник, мини-чайник, вот такой вот, раза в 2 меньше, чем этот, вода есть в любом отеле, в любом номере, залили, вскипятили, попили чай. Так, и постепенно цена у нас вот растет от 600 гривен, дальше идет 979, 749. Ну, простые чайники, я даже не знаю, чем они отличаются. Простые самые чайники, самые примитивные, самые удобные. 460 мощностью. Чем они отличаются? Мощностью они отличаются, а мощность влияет на скорость вскипания воды. Стеклянный мне нравится. Вы включаете, у вас начинает работать подсветочка. Стеклянный чайник в среднем цена за плюс-минус качественный, где-то там от 1000 гривен. Тут видите, вот со скидочкой есть 899, есть 1200, есть даже 749 гривен. Вот есть электронный чайник такой вот, посмотрите, бабушкин чайник, но он включает-выключает. Даю лайфхак: берете чайник, включаете в розетку. В розетку докупаете умную розетку. На Алиэкспрессе она стоит там около 120 гривен, на OLX она стоит тоже эти же 120 гривен. Умную розетку устанавливаете через приложение на смартфон и со смартфона управляете этой умной розеткой. То есть чайник в умную розетку, умная розетка в обычную розетку. Утром вы встали, пока вы встаете с кровати, вы уже включили на телефоне, у вас чайник начинает закипать. Все просто. Так, по электрочайникам понятно, да? Давайте пройдемся дальше. Дальше у нас кофемолки. В детстве, помню, в таких подобных кофемолках дробил сахар.
Раньше как-то сахарной пудры не было, вот, да, измельченного сахара. И, в принципе, пользовались вот этими кофемолками для того, чтобы создавать вот эту вот пыльцу, вот этот вот сахар. По кофемолкам у нас стартует цена 600, нет, обманул, стартует цена 559 гривен. И потолок у нас 1200, опять же, Зельмер 1239 гривен. Есть это чайник, есть 700, 1230, есть 899. 899 гривен, если мы поделим на 40, это примерно где-то стоит 20 евро. 20 евро – самая дорогая кофемолка, которая тут есть. Кофеварка. Абсолютно не разбираюсь в кофеварках, поэтому если посмотрите на кофеварки, которые тут у нас есть, стартует 599 гривен, наверное, через неделю развалится. Самая дорогая, которую я вижу, 4500 гривен. Какая цена? Без понятия, потому что нужно доставать калькулятор. Кофеварки у нас есть от 500 гривен, в 2000. Кто пользуется кофеварками, объясните, есть ли в них смысл, потому что для меня кофе это, ну, как есть, говорю как есть, не нужно бросать в меня помидорами и тапками, это пол чайной ложки растворимого кофе и залить водой, ну и обязательно сахар и молоко. Так, тостеры. По тостерам у нас 799 гривен Зельмер. Последний тостер, который я себе купил, он, не помню как называется, но он был в 1200 гривен на 2 тоста. Перед этим тостер у нас был вот такого вот плана. Да, он занимает больше времени, больше места, но очень удобный, когда приходит к вам бригада, допустим, людей, то очень удобно много наделать тостеров. Сразу по 2 штуки поставили и погнали. Хотите, чтобы он не выпирал вот такой вот коробочкой, можете вдоль стены поставить вот такой вот тоненький, видите, тостер 1200 гривен у нас стоит. Так, двигаемся дальше. Это, наверное, у нас вафельницы. Вафельницы? Нет, это сэндвичницы. Сэндвичницы, правильно назвал? Правильно. Вот такие вот сэндвичницы, 540 гривен или 459 гривен. 459 гривен делить на 38, это примерно где-то $12 у нас выходит сэндвичница. Много сэндвичниц, прям скороговорка. Блинница, млынница, да, кстати, скоро масленица. Как вы планируете праздновать, куда-то выдвигаться, будете готовить блины, и как у вас, в принципе, это заведено там, где вы сейчас находитесь. Напишите в комментарии, интересно будет услышать. Дешево и сердито. Кипятильник. Приехали, погрузили, нагрели. Нагрели себе ванну, нагрели себе тазик, нагрели себе стиральную машинку для воды где-нибудь на даче, нагрели себе бидон горячего кипяточка для чая. Удобно? Удобно. Помпа, электропомпа для очень, говорю, как человек, который с этим сталкивался, у меня нету такой помпы, но я слышал, что электропомпа очень удобна для детей. То есть, если у вас бутыль воды, вот такой вот, вы ставите сверху электропомпу, и ваш ребенок, ему не нужно качать, да, вот постоянно качать эту воду, просто нажимает кнопочку, и водичка набирается целый стакан. Удобно. Электронагревач проточной воды 1000 гривен. Не пользовался, не знаю, насколько эффективен, насколько удобен, без понятия. Тут у нас микроволновки. Что вам сказать про микроволновки? Микроволновки дело сегодня не дешевое. И если у вас ломается микроволновка, вы будете очень удивлены ценой для покупки новой. Потому что новая микроволновка, ну, по крайней мере, когда я искал нормальную, адекватную, по отзывам, стоит, ну, далеко не 1000, не 2 и даже не 3000. Samsung стоят дороже. Когда я искал микроволновку обычную, вот самую простую, самую элементарную, вот с таким вот механическим регулятором, ну, стартуют цены, наверное, где-то от 3000 на Samsung. Что тут у нас? Тут у нас самая дешевая, самая бюджетная 2000, вру, 2469.
Это порядка, ну, наверное, где-то, посчитайте, порядка где-то $70. Ардеста 3000 с таким вот управлением. Обычная микроволновка, не знаю, в чем разница. Есть большие, есть маленькие, есть глубже, есть шире. Я люблю, когда в микроволновку можно поставить большую тарелку. То есть вы открываете, и вы не задумываетесь, влезет сюда тарелка или не влезет. Вы ставите просто любую тарелку, абсолютно, ну, кроме подноса, да, здоровенного. Вот крышечки 59 гривен, это около $1,5 стоит крышечка. Так, дальше микроволновка. Вот такая вот штука. Ну, по объему. Все микроволновки, в принципе, делятся, по сути, по объему. Там на 20 литров, там больше, меньше. Это у нас уже электрическая печь. Это не микроволновка. И одной рукой я ее, наверное, не открою. Ага, потому что тут у нас изолента. Электрическая печь – это для людей, у которых, допустим, нету духовки. Да, то есть вы можете тут и запекать, можете и что-то сразу делать. Издалека... Главное мне не снести ничего рюкзаком. Издалека давайте вот так вот покажу. Грюнхельм. Это электропечи, это электропечи, это электропечи. Вот, кстати, самая маленькая микроволновка, да, 2099, 2100 гривен, 20 литров, 700 ватт. Интерлюкс сверху на вот этой полочке беленькая. Вот микроволновка 3999. Порядок цен понятен? Порядок цен понятен. Пылесосы. Пылесос лично от меня вам совет. Покупайте аккумуляторный. Скажите потом спасибо. Но если аккумуляторный, допустим, вы не сильно любите, то пылесос 3200, 5400, 3900 и 2700. Пройдемся еще вот по ряду с аксессуарами. Кабель. Одним словом, да, кабель у нас от 60 гривен, 60, 70, 100, в зависимости от того, какой вам нужен кабель. Карты памяти. Ну, вот рандомно возьмем. Вот карта памяти 32 гигабайта, 169 гривен. Держатели. Держатели. Кстати, забыл свой держатель. Нужно его взять сюда и примерить, потом прийти. Потому что магнитный держатель классный всем, кроме того, что телефон в толстом чехле от него отпадает, от магнитного держателя. Поэтому не сильно удобен. Держатели 400 гривен, магнитные. Обычные будут дешевле. 300 гривен там и дешевле. Машинка для стрижки 830 гривен. Машинка для стрижки 500 гривен. Снизу машинки для стрижки подороже. Не разбираюсь, не знаю. Может быть, если нас смотрят парикмахеры, скажите, сколько реально должна стоить плюс-минус. Я понимаю, что есть профессиональные, и за $1000 сколько может стоить или должна стоить машинка для стрижки, которой пользуются раз в месяц мужики. Так, фены. Фен у нас самый простенький, да, какой-нибудь, опять же, туристический. 399 гривен. Дешевле я не вижу. И помощнее фены стоят 799, 2200 ватт, Зельмер. Все 799, 715, 799. Щипцы, если нас смотрят девушки, если вас интересуют, 479, 419. Самые дешевые вижу 222. Что это такое? Похоже на паяльник на какой-то, а не на щипцы. И все. Женские такие вот интересные вещи. Так, мышки. Мышки компьютерные. Сколько я перепробовал мышек, вот лично я, несмотря на то, что у меня лапа такая, знаете, вот не маленькая, и мне мышку очень сложно выбрать. Мне мышка подходит вот примерно вот такого вот плана. То есть она должна быть низенькая, но вытянутая, но длинная. И я не знаю, сколько я магазинов переходил, когда у меня первая моя мышка сломалась, я был просто в отчаянии, потому что точно такую же я не мог найти. И я ходил по Ашанам, по Комфи, вот так вот брал, прикладывал руку и смотрел, удобно мне или неудобно. То есть цена для меня была уже второстепенно в принципе. Мышки проводные дешевле 199,
Беспроводные подороже. Вот. Кстати, вот и беспроводная даже есть за 209 гривен. Если вы до сих пор пользуетесь ПК, да, стационарным ПК или ноутбуком, но вам удобнее клавиатура, то клавиатура 200 гривен, 230, 279. 200 гривен клавиатура — это порядка где-то $40. Игровые мышки для наших геймеров 549, 399. И почти все игровые мышки, поправьте меня, если это не так, они проводные, чтобы не терять вот этот вот момент взаимодействия с мышкой. 549, 299, я вижу 139 даже и 219 снизу. Помню еще, когда в Киеве проводились чемпионаты World Cyber Game, WCG, мы даже в Counter-Strike на тот момент ходили, собирались, участвовали в каких-то чемпионатах, мини-чемпионатах, заседали по ночам. Времена. Кто есть у нас, кто еще помнит Counter-Strike прошлой версии? Джойстики 840, 599, 549, ветродуйка для ноутбука, чтобы ноутбук не перегревался, если у вас у ноутбука плохое воздухоотделение. Вот, кстати, интересная вещь даже, видите, удобно. В Ашан зашел, и если вам нужно, сразу прикупил щеточку. Сколько она стоит? Ценника пока нет, потому что консультант только-только ее положил. Увлажнители. Скорее всего, это увлажнитель, да, зволоживач. 1500 гривен, 1390 гривен. Настоятельно рекомендую увлажнитель. Зимой, летом тоже, но зимой это более актуально, потому что батареи выжигают, можно так сказать, влагу. Для нормального состояния, для того, чтобы у вас не пересыхало горло, нос, для того, чтобы вы адекватно себя ночью чувствовали, влажность должна быть в комнате, в квартире от 60 так до 65%. Отпариватели 1100 гривен, 879. Есть маленький за 769 гривен. Утюги. Утюги у нас выглядят таким образом. Стартует от 999 гривен. Даже нет. Стартует 849 гривен. Это я даже не знаю, что это такое за 300 гривен. Такое очень стрёмное, честно говоря, брать в руки. Но есть. Кто экономит, почему нет? Есть 369, 359. Я держал в руках последний раз, знаете, утюг, вот чтобы не соврать, 2 года назад. Но вы удивитесь, зачем я его держал. Я его держал, это утюг примерно где-то 80-х годов. Я его держал для того, чтобы расплавить парафин на сноуборде. То есть после зимы и перед зимой, когда доска готовится к сезону, то берете парафин и начинаете плавить. До этого утюг я, честно говоря, не помню, когда последний раз держал в руках. Возможно, в детстве, когда гладили, привычка была гладить простыни, покрывала. Не знаю, сейчас, может быть, есть те люди, которые гладят футболки, носки. Напишите в комменты, нужно гладить одежду или нет. Наушники. Наушники лично у меня беспроводные, вот такого плана, не знаю. Мне почему-то очень неудобно вакуумные наушники, они у меня из ух выпадают. Мне вот удобные самые вот такого вот вида наушники, именно вот формы, потому что остальные из ух выпадают. Наушники 400 гривен, 449, такие у нас 359, 336. Hewlett Packard наушники, прикиньте, даже с микрофоном 679 гривен. Когда-то Hewlett Packard славилась компьютерной техникой. Удлинители на 3 метра 230 гривен, удлинитель на там подешевле, допустим, да, на 1,5 метра, на 1,8 метра 199 гривен. 200 гривен это где-то 50
Нет, не 50, это $5, да? $5. Может быть, я где-то в предыдущем повествовании оговорился. То есть делите на 38 или на 40 для того, чтобы понимать. Зарядная станция 20 тысяч гривен. Параметры я не вижу, но и названия я не вижу. Давайте попробуем развернуть. Не буду ее переворачивать, потому что одной рукой это делать неудобно. Захотите, загуглите, посмотрите. EcoBat P703. Стоила якобы 30 тысяч, по факту сейчас стоит 20 тысяч. Зарядные станции такого плана, вообще дешевые, 15 тысяч гривен, 20 тысяч гривен, были максимально актуальны где-то год назад, да, когда в Киеве, в Украине отключали электричество, давали, точнее, его по расписанию. Сейчас электричество есть, никто ничего не отключает, и люди, закупившие генераторы, зарядные станции, я не знаю, что с ними делают, продают или куда-то увезли на дачу, потому что они, в принципе, сейчас вообще не актуальны. Даже мои 2 пауэрбанка, которые просто лежат. Я не знаю, у меня дома один мощный пауэрбанк около где-то 40 объемом, один поменьше на 10 тысяч, который я беру маленький с собой, на всякий случай, если где-то что-то нужно подзарядить. Стабилизатор, если сосед, в кавычках, в соседнем подъезде что-то сваривает, чтобы у вас не перегорела техника. У меня, к примеру, в доме, когда где-то что-то замкнуло, то в соседнем подъезде у соседа по парковке сгорело почти все. Вся, там, компьютер погорел, все, скажем так, все, что было включено в розетку. Холодильник, там, микроволновка, компьютер, телевизор, вот все. Вот реально все. Поэтому или ставьте то, что будет вырубать, типа зубра, да, или смотрите за этим всем очень внимательно. Так, по телевизорам у нас телевизоры, посмотрите цены. Вот снизу у нас сколько дюймов? 37 дюймов, 8500 гривен. Какой-то телевизор Nokia Smart. Телевизор помощнее, побольше. Это 12 900 гривен. То есть это где-то 13 тысяч гривен. Не знаю, что за бренд. Хисень какой-то. Хисень. Вот такие вот телевизоры. Nokia тоже 12 тысяч гривен. Smart TV, все телевизоры. Вот 40, самый большой, наверное, это 43 экран на 13 тысяч гривен. Андроиды, порты, тюнеры, аудиосистема, как бы это все, в принципе, на всех телевизорах абсолютно есть. 10 тысяч гривен, левый телевизор, 43 дюйма, 11 тысяч гривен. Давайте посмотрим еще перед выходом телефоны. Тут количество небольшое. Вот телефон, знаю человека, который до сих пор реально пользуется кнопочным телефоном. Его хватает порядка, я не знаю, там, наверное, на неделю ему, потому что моего телефона, смотря как пользоваться, опять же, Wi-Fi, не Wi-Fi, наверное, дня 2. Кнопочный телефон дешево, сердито, все, погнали, особенно если ты турист, где-то пользуешься, где-то лазишь в холоде, 585 гривен. 585 гривен Sigma, и пошло, вот это, кстати, телефоны уже влагозащитные, какие-то ветрозащитные, очень удобные в том плане, что не нужно беспокоиться, что туда попадет вода или воздух грязный. Кнопочные телефоны стартуют, смотрите, от самого дешевого 399 гривен и погнали 1800-1900 гривен. То есть самый обычный, самый простой телефончик, вот такой, который у вас будет реально держать, чтобы не соврать, да, неделю, 300 гривен, так где-то у нас до $9. Смартфоны Nokia 4000, даже не знаю, что за смартфон, 5800. Тут смартфоны более близкие нам. Samsung, вот такое вот название, 5000. Смартфон Nokia S21 с 2 гигабайтами, 32 памяти, 2800. Realme S7
C11 4300. И что у нас тут еще интересного есть? Смартфон. Ну, короче, смартфоны в среднем до 4-5 тысяч гривен. Бренды, ну, точнее, модели, да. Модели я, честно говоря, даже и не слышал этих смартфонов. Повторюсь, что если вам такой формат обзора на электронику зашел, обязательно дайте об этом знать, напишите, что вам хочется еще из электроники, холодильники, может быть посудомойки, плиты посмотреть. И я сделаю это, я выберусь в какие-нибудь Эльдорадо полноценные, сделаю там обзор. Друзья, вот на сегодня вот такой вот небольшой экскурс по электронике. Мы посмотрели, ну, можно сказать, почти все, кроме бытовой большой техники, кроме холодильников и кроме каких-то электрообогревателей там, и тому подобных. Плюс-минус, я думаю, что диапазон цен вы поняли. Не забудьте палец вверх, вподобайку, як то кажуть. Не забудьте лайк, коммент и подписка. Вот такие вот 3 опции. Это, скорее всего, поможет развитию канала. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.